по 300 долларов, по 100 долларов, по 120 долларов. Это будут наушники до 50 долларов. И сейчас ради интереса вы слышите, как записываются микрофоны на профессиональные петлички Rode. Таких микрофонов даже в таких наушниках не бывает. Самое главное, что вы должны запомнить, за те 5 лет, что я делаю обзоры на ТВС, True Wireless Sound наушники, неважно, затычки, вкладыши, полноразмерные, накладные, еще какие-то, техника ушла конкретным образом вперед. И в чем? В основном ничего нового не придумали. Придумали активный шумодав, но уже давно. Придумали CVC шумоподавление для микрофонов, когда вы разговариваете, но тоже уже давно. По какому пути идут производители? Все становится дешевле. То есть все это, несмотря на то, что стоит намного дороже, чем те наушники, которые вы сегодня увидите, не факт, что являются лучше по звуку, ну, может быть, какими-то местами. Не факт, что являются намного более комфортными для вас, и тем более не всегда лучше выглядят. Допустим, те же глянцевые Huawei мне не нравятся. И вот теперь, танцуя от того, что вы знаете о том, что в принципе все даже супер топовые либо не топовые бренды имеют возможность сделать хороший товар, вы можете посмотреть этот обзор. И напоминаю еще раз, меня зовут Саня, это канал Польза.нет, больше 300 пар наушников я тестировал. Топы делаю сейчас редко, еще раз повторяюсь, потому что все плюс-минус одинаковое, просто все становится дешевле, у чего-то появляется новый дизайн, никаких новых технологий не появляется, они становятся просто более доступными. Смотрим. Внутриканальные наушники или IEMS от английского In-Ear Canal Phone – это наушники, разработанные для максимальной звукоизоляции ушного канала слушателя. И здесь и пассивная шумоизоляция, такой пассивный шумодав, и помимо этого еще и низкие частоты лучше будут работать, но я думаю, вы в курсе. Сегодня я представлю вам мой топ-10 наушников в затычек, выпущенных производителем в 2020 году из нижнего среднего ценового диапазона до 50 долларов. Выбираю их из-за довольно качественного звука, приличного для их габаритов баса, хорошего пассивного шумодава, даже если наушники не поддерживают активную систему шумоподавления внешних шумов. При любом раскладе, при правильном подборе амбушюр и достаточном запасе громкости, окружающий мир вы все равно не услышите, хотя будете потихонечку подсаживать свой слух. И еще раз напоминаю вам, основное правило при использовании затычек – правильно подобрать амбушюры. Я не устаю повторять вам это правило в каждом ролике, но в комментариях вы все равно умудряетесь поспорить со мной. Все полные обзоры на все представленные в этом топе наушники есть на моем канале, включая тесты в играх и примеры работы микрофонов в различных условиях. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и телеграм-канал Пользаграм, в котором мы делимся фото и видео возможностями различных девайсов. В несжатом виде при различных сценариях у людей можете увидеть любые устройства, по-моему. Не забудьте подписаться на канал. 30 числа каждого месяца я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается на данный момент iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE, не совсем волшебный смартфон Tecno и, разумеется, Poco M5s. Перейдем же к топу. 10 место моего топа открывает Realme Diza Buds Z. Плюсами данных наушников являются довольно большие 10-мм динамические драйвера, привлекательный дизайн, игровой режим, качественные материалы и хорошая сборка, что не может не радовать в данном ценовом диапазоне. И, к слову, по поводу этих 10-мм динамических драйверов, 7-8-мм 14-мм драйверов, которые обычно во вкладыши запихивают. Не обращайте внимания на цифру, потому что если вы посмотрите на топов, допустим, данного сегмента, те же наушники Sony, которые меня всегда радуют, у них может быть и на 8 мм драйвер, но играть они будут на свою стоимость. Но это лирика. Продолжим про Diza. Сенсорная панель с довольно большим набором вариантов управления, хорошее приложение с возможностью настройки наушников под свои предпочтения и защита от влаги класса IPX4, официально заявленная. Комплект стандартный, документация имеет поддержку английского языка, хоть что-то, кроме китайского, вызывает лично у меня радость. За это хочу сказать особое спасибо Realme, потому что, английский мы все прекрасно уже знаем, во всяком случае при использовании устройств. 3 варианта расцветки дают пользователю хоть какой-то выбор, по мне более чем. Зарядный кейс из матового пластика приятен в руках. Овальная форма позволяет вполне комфортно носить их в кармане джинсов, например. Кейс емкостью 380 мАч, хотя на самом кейсе указана емкость 400 мАч, что приближен по значению. Полностью кейс заряжается
заряжается за 1 час 27 минут, что довольно быстро. Кейс может перезарядить наушники целых 4 раза. Саморазряда я не наблюдал, в моей модели ее не было. И это хорошо. Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика, а сенсорная панель сделана из 4 светоотражающих слоев. Наушники довольно компактные, весят каждый по 3,7 грамма. По мне золотой вес это 4 грамма. Если больше, я их уже ощущаю. Если меньше, то не ощущаю. Из тапов доступны следующие: воспроизведение пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, включение-выключение игрового режима. На одиночное касание ничего не завезли, поэтому ложных нажатий у вас не будет однозначно. 2 раза тапнуть ложно довольно сложно. Наушники могут воспроизводить стандартный диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Заряд наушников в шторке телефона виден, убывает с шагом в 10%. Стандартно. Мультипоинт реализован путем длительного нажатия на сенсорную область. После открытия крышки кейса наушники подключаются моментально. Емкость аккумулятора каждого наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки занимает 33 минуты лично у меня. На 100% громкости наушники отыгрывают 4 часа 5 минут по кодеку SBC, и это неплохо. Точнее, даже очень хорошо. Есть поддержка быстрой зарядки. За 10 минут в кейсе наушники заряжаются на 20%, чего хватает для проигрывания музыки в течение 1 часа 17 минут на 50% громкости, которой почти всем будет вполне достаточно. Защита от влаги IPX4 позволяет заниматься спортом даже при легком дождике, что прям неплохо. Для комфортного пользования наушниками нужно поставить приложение Realme Link. Приложение доступно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении вы можете переключиться между звуковыми эффектами, дополнительно увеличить громкость наушников, можно включить игровой режим для снижения задержки и настроить тапы для управления. В приложении можно увидеть заряд наушников по отдельности, шумодав у микрофонов ENC, что является аналогом CVC, отрабатывает он неплохо и внешние шумы по мне довольно неплохо гасит. Окружающие шумы не сильно мешают разговору. Напоминаю еще раз, что все примеры микрофонов вы можете посмотреть в обзорах на данные наушники. В описании обязательно укажу ссылки на эти обзоры, так что если вам что-то понравится, смотрите, там услышите примеры. Звучание довольно неплохое, запас по громкости есть, бас плотный для тех, кому штатного баса кажется мало, есть режим бас-буст, и это плюс. Средние и высокие на своих местах, инструментальные композиции играют отлично. Также для того, чтобы увидеть, какая у наушников видимая задержка при игре, вы можете опять же посмотреть обзор. К минусам отнесу довольно несвежий Bluetooth версии 5.0, хотя довольно неплохой, поддержку единственного кодека SBC, матовый пластик кейса моментально собирает всяческие царапины, как и сверхмарки и глянцевый пластик самих наушников. Нет беспроводной зарядки кейса, на звуководах нет защитной металлической сетки, нет сенсоров приближения, нет активного шумодава ANC, нет режима прозрачности, нет анимации на смартфонах, но это кому-то может быть неинтересно. Я бы даже сказал, что это приблуды уже не новые, поэтому мы от нее все не визжим, не радуемся, поэтому нет анимации, и нет. Не отображается заряд у кейса, что неприятно. Небольшая дальность работы, через 4 метра в помещении уже наблюдались отвалы наушников. В штатной программе отсутствует эквалайзер, но все эти минусы нужно оценивать сквозь призму их стоимости, потому что чуть больше $20 за уши вполне даже неплохо. И главный плюс лично для меня — это их звучание. Помним, что BBK плохого не делает, а BBK — это Realme, OnePlus, IQO, Vivo и еще много всякого. Смотрите канал, будете знать, что они там клепают для нас по дешевке, чтобы остальные бренды оказались в стороне по объемам продаж. Я думаю, кто изучает маркетинг, понимает, о чем я говорю. Но BBK молодцы. Поэтому 9 место моего топа занимают Oppo Enco Air 2 Pro. К плюсам данных наушников я отнесу качественные материалы сборки, минималистичный дизайн, наличие активного шумодава и режима прозрачности с AI шумоподавлением. Да, везде искусственный интеллект. Защита от влаги и пыли класса IP54, отличное время автономной работы. Производитель выпустил данные наушники в 2 расцветках, белой и серой. Кейс выполнен из глянцевого пластика овальной формы, габариты у бокса вполне нормальные. В кармане при носке он не мешается. Емкость аккумулятора кейса 440 мАч, полностью он заряжается за 1 час 50 минут. Кейс может зарядить наушники до 3,5 раз, саморазряд у него отсутствует, габариты у наушников небольшие. Есть металлическая сеточка для защиты звуковода, за что им отдельный плюс. Из интересного сделана маркировка наушников. Неудобно, нестандартно, не поддерживаю, но вот так. Из ушей при занятии спортом наушники, разумеется, не выпадают при правильном подборе амбушюр. Из тапов доступно воспроизведение паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, переключение между режимами шумоподавления и прозрачности и регулировка громкости. Одиночный этап в наличии, но его можно выключить, что просто великолепно, и не будет вам ложных нажатий. Также ко всему этому есть управление камерой, что удобно и нестандартно. Не у всех такое есть, и это хорошо. Что-то новенькое всегда хорошо. Действия озвучиваются женским голосом на китайском языке, так как у меня на руках китайская версия. Есть глобалка, там, соответственно, на английском. Наушники оснащены динамическим драйвером на 12,4 мм с титановым
покрытием, прям размер как у вкладышей, хотя это затычки. Они воспроизводят диапазон от 20 Гц до 20 кГц, что вполне достаточно и стандартно. Чувствительность микрофона 38 дБ, активный шумодав работает корректно. На улице ANC работает хорошо. Заряд наушников в шторке отображается. По одному наушники работают, переподключение бесшовное. Анимация при подключении в наличии. Мультипоинт на 2 устройства на борту, но переключать нужно вручную, тапом по сенсорной области. Так что можно сказать, что полумультипоинт. Емкость одного наушника 43 мАч, полностью он заряжается за 26 минут и 1 час. То есть 1,5 часа в принципе не быстро, но и недолго. Отыграли наушники с выключенным ANC на 65% громкости по кодеку AAC целых 6 часов 18 минут, что очень даже неплохо, по моему мнению. Есть поддержка быстрой зарядки. 10 минут заряда дают возможность отыграть 1 час 57 минут на 65% громкости без шумодава по кодеку AAC. Защита от влаги и пыли класса IP54 позволяет вам использовать их под небольшим дождем. Для удобного использования наушниками необходимо установить приложение Hey Melody. В приложении можно посмотреть заряд наушников по отдельности, заряд кейса. Есть настройка режима шумоподавления, звуковые эффекты Enco Live с 3 пресетами. Также есть возможность поиска наушников и перехода к настройкам Dolby Atmos. Также вы можете настроить тапы под себя и обновить прошивку. Bluetooth версии 5.2. Из кодеков на борту доступно только AAC и SBC. Через две стены наушники не отваливаются, фризов я также не наблюдал. Задержку в играх вы можете оценить, посмотрев отдельный обзор на канале стандартно по ссылке в описании. Если кратко, играть можно. Микрофоны отрабатывают хорошо. Голос сильно не искажается даже при сильном ветре. Запаса громкости более чем достаточно. Мне хватило примерно 65% громкости. Каша при воспроизведении начинается примерно на 95%. Стоковый звук без эквалайзера довольно сбалансирован. Средний бас упругий, другие частоты не перебивает. Высоких, как по мне, слегка не хватает. Вокал довольно выразительный. Четкость средняя, середина с хорошей проработкой, глубины достаточно. Инструментал отыгрывают наушники неплохо. Можно использовать их для любых жанров музыки, но по большей части они себя показывают хорошо именно в современной музыке. На эквалайзер, разумеется, реагируют адекватно. Минус — это глянцевый пластик кейса моментально собирает царапины и потертости. Нет беспроводной зарядки кейса. В метро заглушить шум поезда ANC не в силах, разумеется. Ну, если только включить еще громкость на процентов так 90, тогда не услышите его. Режим прозрачности работает неплохо, но если включить музыку хотя бы на 60% громкости, но толку от него становится 0. Нет ручного эквалайзера, нет поддержки кодеков высокой четкости, своеобразная маркировка наушников непрактична, как по мне, она будет со временем забиваться грязью. Нет возможности назначить регулировку громкости и переключение между устройствами на различные этапы. А в целом заявленные функции у них работают отлично, материалы качественные и выглядят они хорошо. Звучание однозначно зайдет многим. На 8 место своего топа я поставил Realme Buds Air 3 Neo. К плюсам я отнесу поддержку Dolby Atmos, отличный внешний вид, АИ шумоподавление во время звонков, отличное время работы, режим низкой задержки в играх, защиту от влаги типа IPX5, довольно необычно выглядящая полупрозрачная крышка зарядного кейса. Весят наушники вместе с кейсом 38,6 грамма, отдельно наушник весит 4,1 грамм. Довольно компактных размеров, кейс изготовлен из матового пластика, овальный, компактный, при носке в карманах не мешается. Крышка имеет небольшой люфт в закрытом состоянии, многих этот факт раздражает. Магниты, удерживающие наушники в кейсе, довольно сильные. Кейс имеет аккумулятор емкостью 460 мАч, заряжается полностью он за 1 час 46 минут, а от кейса можно 3 раза перезарядить наушники. Саморазряда у кейса нет. Наушники имеют матовый корпус с глянцевой вставкой в районе сенсорной области. Габариты у наушников небольшие, я бы даже сказал, стандартные для такого типа. Звуковод имеет сеточку и небольшие размеры. При занятии спортом из ушей наушники не выпадают, из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, а также включение игрового режима. Действие на одиночный тап назначить нельзя, а может быть оно и хорошо, ложных срабатываний точно не будет. Тапы настраиваемые, причем можно одновременно выбрать как изменение громкости, так и переключение треков и ставить музыку на паузу. Далеко не у всех наушников есть такая опция. Во всяком случае, такое их количество, которое можно сразу завести. Команды сопровождаются системными звуками, наушники оснащены 10-мм драйверами и композитной диафрагмой Peak TPU. Заряд наушников в шторке смарта отображается, по одному работают и переподключаются бесшовно. К смарту подключаются автоматически после открытия крышки. Наушники заряжаются в кейсе ровно 1 час. На 70% громкости по кодеку AAC наушники отыграли 6 часов 20 минут. Есть быстрая зарядка наушников, при которой за 10 минут зарядки в кейсе они могут играть музыку 1 час 26 минут при вышеуказанных условиях. То есть на 70% громкости, которая будет более чем достаточно большинству. Вы ощущаете, как в принципе почти Ctrl-C, Ctrl-V все риумевские наушники
наушники, но они все равно чуть-чуть разные. Водонепроницаемость позволяет использовать их во время дождя без опасения испортить. Для полноценной работы с наушниками нужно установить приложение Realme Link, доступное на обоих крупнейших системах Android и iOS. На главном экране приложения можно увидеть заряд наушников, есть 3 звуковых эффекта, можно дополнительно увеличить громкость, кому не хватает штатной, и вкладка, которая перенаправляет вас на страницу настроек Dolby Atmos на вашем смартфоне, разумеется, если он поддерживает эту функцию. Также можно включить игровой режим, позволяющий снизить задержку в играх. Также из приложения можно настроить тапы под себя. Bluetooth почти последней версии 5.2. Кодеки поддерживаются только AAC и SBC, через 2 стены наушники не отваливались, что хорошо. Микрофоны с шумоподавлением ENC, шумы глушат неплохо. Голос практически не искажается. Звучат наушники при воспроизведении музыки с уклоном в басы, бас глубокий, среднего баса достаточно. Высоким частотам слегка не хватает акцента. Середина с неплохой проработкой, баланс слегка утерян, детальности по мне достаточно. Инструментал отыгрывают хорошо, а вот вокалу хочется добавить выразительности. Минусы: нет беспроводной зарядки кейса, нет активного шумодава ANC за эти деньги, хотя хотелось бы, нет режима прозрачности, нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет анимации на смартфоне, в приложении не отображается заряд кейса. Основным плюсом данных наушников, как всегда, является цена. 7-е место моего топа занимают OnePlus Buds N. К плюсам данных наушников я отнесу элегантный необычный дизайн, качественные материалы, великолепную сборку, обширный функционал, минимальную задержку в играх, защиту от пыли и брызг IP55. Глянцевый корпус кейса стандартной формы, наушник весит 4,8 грамма, что довольно много, как по мне. Защитная сетка на звуководах наушников выполнена из металла, и это круто. Зарядный кейс весит 38 граммов и имеет нестандартную форму, на любителя, я бы сказал. Кстати, в продаже есть 3 расцветки кейса. Места в кейсе промаркированы, тоже как у всех. Емкость аккумулятора кейса 480 мАч, полностью заряжается он за 1 час 47 минут, что не быстро, но тоже близко к стандартам. Наушники можно перезарядить от кейса 3 полных раза, саморазряда у кейса я не наблюдал, и это хорошо. Бывают они с саморазрядами, даже у Huawei F. Сами наушники сделаны из глянцевого пластика, дизайн нестандартный, но интересный, звуководы короткие овальные формы. Из особенностей данных ушей отмечу, что зарядные контакты размещены не на ножке, а на основной части наушников. Из тапов на борту доступна плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового помощника, а также переключение между 2 устройствами удержанием на сенсорной области. Считайте, что урезанный мультипоинт. Есть управление с помощью одиночного тапа, но ложных нажатий у меня лично не было. Команды сопровождаются системными звуками, и это хорошо, не надо нам ни китайского, ни английского, мы по пику все и так поймем и привыкнем, даже лучше. Вы же не собираетесь учить китайский, и я тоже. Включение игрового режима доступно, если вы используете смартфон не OnePlus. Наушники оснащены динамическим катушечным блоком диаметром на 12,4 мм и композитной диафрагмой с титановым покрытием. Ну как же без него-то? Маркетинг-то должен работать, правда? Диапазон частот стандартный от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 Ом и чувствительность до 101 дБ. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному работают и переподключаются они бесшовно. Анимация есть только со смартфонами OnePlus. Наушники имеют аккумуляторы емкостью по 41 мАч с каждым и заряжаются полностью за 1 час. По кодеку AAC наушники отыграли на 70% громкости 6 часов 8 минут, что очень неплохо. Уши поддерживают быструю зарядку, за 10 минут в боксе наушники смогут играть целых 4 часа 10 минут в тех же условиях. Защита от пыли и брызг класса IP55 позволяет бегать в них под дождем. Для полноценного использования всеми фишками нужно скачать приложение Hey Melody, доступное как на Android, так и на iOS устройствах. Но к яблочному смарту лично у меня наушники не смогли подключиться, вот такая вот беда. В приложении отображается как заряд наушников, так и заряд кейса, что хорошо. Далее есть эквалайзер с 4 заготовками, а также 6-полосный ручной эквалайзер, за что отдельное спасибо. И опять же, еще раз, наушники-то я подключил к айфону, просто я не подключил к программе. Может быть, где-то что-то как-то уже допилили. Можно также включить игровой режим, настроить тап и обновить прошивку. К слову, на смартфонах OnePlus программа имеет чуть другие настройки, и там появилась опция поиска наушников, что неплохо и соответствует высокому ценовому сегменту, либо QCY. Bluetooth версии 5.2 почти последний. Кодеки поддерживаются стандартной SBC и AAC, задержка при включении игрового режима минимальна, особенно со смартфонами OnePlus. У других марок смартфонов она чуть больше, но не критична. Вообще желательно проверить, разумеется, перед покупкой любые уши. Если вы захотите лично оценить задержку, переходите еще раз по ссылке в прикрепленном комментарии или в описании и посмотрите отдельный обзор на данные уши. Тем более в любом уже подобном обзоре, который озвучен мною в топе, есть в комментариях люди, которые покупали эти наушники. Микрофоны голос слегка искажают, но в целом у этих наушников они отрабатывают хорошо. По звуку ситуация следующая. Запаса громкости более чем достаточно, звук у них с акцентом на бас. Сам бас плотный, средний бас в наличии, многослойный, середина и высокие частоты проработаны
проработаны довольно хорошо, причем высокие частоты меня сильно удивили и приятно удивили, потому что в затычках редко такое встретишь. Они детальные, различимые. Ощущение было, как будто либо полноразмерки слушаешь в каких-то моментах, либо вкладыши, у которых все всегда намного лучше с высокими частотами. Глубины достаточно, сцена широкая, практически все музыкальные инструменты отыгрывают хорошо, настроить под себя наушники сможет практически любой пользователь. Минусы: кейс очень сильно собирает пыль благодаря глянцевому покрытию, нет беспроводной зарядки кейса, сенсорная панель очень маркая, нет регулировки громкости с наушников, это плохо, нет ANC и режима прозрачности, датчиков автопаузы нет, кнопка для подключения сделана с небольшим зазором, некрасиво, как по мне. За ту цену, что они стоят, вполне можно мириться с недостатками, тем более, что они не для всех являются недостатками, я лишь аккумулирую их все, а вы решаете, нужны ли вам эти наушники с такими особенностями, или можно добавить чуть денег и купить что-то получше или подороже. На шестое место своего топа я поставил SoundPeats Air 3 Pro. К плюсам данной модели я отнесу помимо качественной сборки, привлекательного дизайна, поддержку кодеков высокой четкости, полноценный набор тапов, гибридный активный шумодав до 35 дБ, режим прозрачности, игровой режим для комфортного времяпрепровождения, а также водонепроницаемость класса IPX4. Наличие чипа от Qualcomm QCC 3046, зарядный кейс из Soft Touch пластика не могут вас не радовать. Кейс овальный, компактный, весит всего 28 граммов. В кармане не мешается. Магниты в кейсе слабенькие, наушники вытряхнуть вообще не проблема. Емкость аккумулятора кейса всего 280 мАч, маловато, как по мне. Однако кейс позволяет зарядить наушники стандартных 3 раза. Полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут, саморазряда у кейса нет. Наушники сделаны из матового пластика, звуковод небольшой и имеет защитную сетку. Весит наушник 4,6 грамма. При занятиях спортом не вылетают, но прежде всего необходимо подобрать амбушюры под себя. В каждом наушнике разместили по 2 микрофона, сенсорную область серого цвета, по 2 контакта для зарядки. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ вброс вызова, вызов голосового помощника, включение игрового режима и переключение между режимом шумоподавления, обычным режимом и режимом прозрачности. Одиночный тап есть, но ложных срабатываний у меня не было. Регулировка громкости с наушников работает хорошо. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12 мм, чипом от Qualcomm и диафрагмой из биоцеллюлозы. Чувствительность наушников 122 дБ, сопротивление 32 Ома. Частотный диапазон максимально стандартный, от 20 Гц до 20 кГц. Гибридное шумоподавление ANC гасит шумы силой до 35 дБ. Режим прозрачности в наличии, с собеседником лично мне не совсем удобно было разговаривать. Может быть, вам будет удобно, но это все личное ощущение. За советом вы можете, еще раз повторяюсь, обратиться в мой телеграм взаимопомощи. Там живые люди, обладатели таких наушников, подскажут вам что-то и поделятся своим беспристрастным мнением, основанным уже на нескольких месяцев использования данных девайсов. Ссылка, как всегда, в описании к видео. Заряд же наушников в шторке отображается, по одному работают, и переподключение бесшовное. После открытия крышки бокса подключаются автоматически, действия озвучиваются женским голосом на английском языке. Емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полностью заряжается в кейсе он за 1 час 23 минуты. По кодеку aptX Adaptive на 70% громкости они отыграли у меня 5 часов 14 минут без включенного ANC. Водонепроницаемость класса IPX4 у наушников есть, и это хорошо. Значит, пота и мелкого дождя бояться не надо. Приложение SoundPeats в наличии, но пока оно не поддерживает текущую модель наушников. Производитель обещает в скором времени добавить поддержку этих наушников в приложение, но пока так. Bluetooth версии 5.2, наушники совместимы с технологией MiraLink Qualcomm True Wireless, которая улучшает качество беспроводной связи. Кодеки поддерживаются SBC, AAC и aptX Adaptive. Связь наушники держат стабильно, через 2 стены не отваливаются, и фризов у меня не было. Игровой режим снижает задержку до 60 миллисекунд. По заявлению производителя, играть в игры мне было комфортно. Притом и в шутеры тоже. Звучание у наушников не самое плохое, но могло быть и лучше. Каша на максимальной громкости присутствует, запас громкости хорош. Мне хватает 80%. Звучание мутное, басхедное. Бас хороший, но не глубокий. Средний бас в наличии, тем не менее. Высокие частоты показали себя неплохо, а вот средним частотам не хватает детальности. Сцена ниже средней, пространство ощущается слабо. С вокалом наушники справляются неплохо, а вот инструменталам дается тяжело, хуже. Любителям баса наушники однозначно зайдут. Минусы есть, и это, к сожалению, нет беспроводной зарядки кейса, нет возможности отключить одиночный тап, шумодав работает слабовато, некорректно, как по мне, анимации нет, к сожалению, но некоторым она тоже нужна. Нет мультипоинта, нет сенсоров приближения, при разговорах перегруз у микрофонов присутствует, что не радует и голос он искажает знатно. И с ветром они не справляются. В программе для управления всеми функциями наушников их не подключить пока, по крайней мере. На выходе наушники хорошо выглядят, имеют приятный материал, а вот звучание подойдет далеко не всем, а лишь любителям баса. И не забывайте подписаться на канал с колоколом, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, может быть, какие
наушники и топы. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Все девайсы, которые были у меня в топе, я рекомендую, потому что вы же понимаете, что у меня наушников было несколько сотен. И если я из них выбираю 10, значит все они мне понравились. Огромное спасибо, что смотрите. Перейдем к пятому месту. Пятое место моего топа занимает Realme Buds Air 3. Плюсами данных наушников я отнесу наличие активного шумодава до 40 дБ, наличие режима прозрачности, возможность настроить под себя звучание, шикарную автономность и быструю зарядку, а также интересный дизайн, великолепные материалы и отличная сборка. Чувствуете, сколько эпитетов? Ну, это все-таки хорошие наушники. И защита от пыли и брызг присутствует, к слову. Наушники весят 4,5 грамма каждый, а зарядный кейс 38 граммов. Звуководы не очень длинные, сеточка металлическая, и это плюс. Зарядный кейс изготовлен из качественного матового пластика с прозрачной пластиковой вставкой с надписью Realme. Форма кейса овальная, в кармане брюк лежит удобно. Магниты, удерживающие наушники в кейсе, довольно сильные. Емкость аккумулятора кейса 460 мАч, заряжается полностью он за 1 час 44 минуты. Наушники от кейса можно перезарядить 3,5 раза, саморазряда у кейса не было. Наушники изготовлены из пластика интересной формы, ножка чуть светлее, чем основание. Габариты небольшие, в ушах сидят удобно, при занятии спортом не выпадают. На каждом наушнике по 2 микрофона. Также есть датчик обнаружения в ухе, который можно отключить в приложении, что удобно. И логично, что лучше, когда он есть, чем его нет. Из тапов доступны плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, включение игрового режима и переключение между режимами шумоподавления. Ощущаете, что изменения громкости нет, правда? Одиночного тапа нет, ложных нажатий не будет. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами с диафрагмой LCP. Активный шумодав ANC отрабатывает хорошо, у него 2 режима работы и дополнительный режим шумоподавления ветра. Режим прозрачности также хорош. Заряд наушников в шторке виден, по одному они работают. После открытия крышки бокса автоматически подключаются к смартфону. А также есть мультипоинт на 2 устройства. Емкость аккумулятора наушников не указана, полностью заряжаются в кейсе они за 58 минут, и это быстро. По кодеку AAC без активного шумодава на 70% громкости отыграли они у меня 6 часов 35 минут, что очень даже хорошо. 10 минут в кейсе дали возможность наушникам отыграть 1,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX5 даст пользователю возможность заниматься любимым спортом в дождь. Приложение Realme Link позволяет настроить наушники под себя. Заряд наушников в проценте виден на главном экране приложения, а также, чтобы увидеть заряду кейса, нужно в него поместить наушники. Это неудобно. Также есть регулировка шумоподавления, есть 3 звуковых эффекта, также есть возможность получить персонализированные настройки наушников под ваш слух. Это круто за такой прайс. В приложении можно включить дополнительное увеличение громкости, включить игровой режим, проверить прилегание наушников, включить автоответ вызова и настроить тапы. Обновить прошивку из приложения можно. Bluetooth версии 5.2, кодеки доступны только стандартные AAC и SBC. Через 2 стены наушники не отваливались и фризов не было. Микрофоны с AI шумоподавлением окружающие шумы глушат неплохо, но перегруз присутствует, хоть и небольшой. По звуку к наушникам вопросов у меня нет. Запаса более чем достаточно по громкости, к тому же в приложении есть функция принудительного увеличения громкости. Даже если у вас тугоухость, вполне возможно вы будете их слышать хорошо. По окрасу в наушниках преобладают, разумеется, низкие частоты, бас глубокий, среднего баса более чем достаточно, но без перебора. Слоистости не хватает, к моему сожалению. Середина хорошая, а высокие частоты слегка приглушены. Сцена средняя, звук яркий, энергичный, запоминающийся. Минусы: зарядный кейс довольно скользкий, не поддерживает беспроводную зарядку, нет возможности регулировать громкость наушников, переподключаются наушники с небольшой задержкой, что стандартно. Анимация при подключении к смартфонам отсутствует, лишь при первичном подключении к OnePlus 9 Pro она была, но потом загадочным образом пропала. Нет поддержки кодеков высокой четкости, полноценный кастомный эквалайзер в приложении отсутствует. На выходе наушники достаточно интересные, новинка неплохая, хоть и с недостатками. И вот сейчас точно никто не скажет, что Саня, у тебя душа как-то сильно лежит к BBK, потому что на 4-м месте моего сегодняшнего топа стоит Xiaomi Redmi Buds 4. Плюсами данных наушников я считаю активный шумодав до 35 дБ с 4 режимами работы, двойной режим прозрачности, возможность регулировать громкость прямо с наушников, удобное управление, качественные материалы и хорошая эргономика. Весит каждый наушник 4,5 грамма, зарядный кейс весит 39 граммов. В продаже есть всего 2 расцветки данных наушников, это голубая и белая. Внешний бокс такой же, как и у предыдущей модели, изготовлен из матового пластика, тактильно приятного, но не скользкого. Габариты у кейса небольшие, при носке кейс не мешается. Из кейса наушники вытряхиваются легко, магниты не самые сильные. Полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут, что довольно долго. От кейса наушники перезаряжаются 3 раза, стандартно. Выглядят наушники своеобразно, подойдут по внешнему виду точно не всем. Все благодаря зеркальной вставке и пузатому дизайну. Качество материалов и сборки
шторки хорошая, звуковод короткий, с силиконовой сеточкой. Из ушей наушники выпирают довольно сильно. При длительной пробежке из ушей они не выпадают, разумеется. Но опять же, главное амбушюры. На корпусе наушников есть 2 контакта для зарядки, 4 микрофона, датчик автопаузы и сенсорная область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа нет. Настройка тапов в приложении есть, но только в китайской версии, устанавливаемой по QR-коду из документации. Оснащены наушники стандартными 10-мм динамическими драйверами с активным шумодавом ANC до 35 дБ. Шумодав имеет 4 режима, в метро, разумеется, весь шум наушники не глушат. Функция прозрачности позволяет беседовать на улице с собеседником, не вынимая наушники из ушей. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают. После открытия кейса подключаются автоматически. Автопауза срабатывает без нареканий и отключается в приложении. Анимация при подключении есть, но срабатывает не всегда. Полный цикл зарядки наушников занимает 58 минут. По кодеку AAC на 65% громкости, которых хватает большинству людей с выключенным ANC, наушники отыграли 5 часов 13 минут. И это неплохо. 5 минут в кейсе дают возможность играть музыку в течение 50 минут в тех же условиях. Водонепроницаемость IP54 позволит вам бегать в дождь. В приложении Mi Buds M8 всех настроек не было на момент моего тестирования. Может быть, их включили с обновлениями. Если настроек вам не хватает, нужно скачать приложение на китайском языке из QR-кода. Там есть все доступные настройки. Bluetooth версии 5.2, кодек только стандартный SBC AAC, никаких кодеков высокой четкости. Через 2 стены наушники не отваливались, микрофоны с шумами справляются хорошо лишь в помещении. Запаса громкости с головой больше, чем на 65% громкости, слушать их тяжело. Без дополнительных эквалайзеров звучание басхедное. Бас плотный, средний бас присутствует, многослойность есть, середина есть и хорошие высокие частоты не теряются на фоне остальных. Сцена средняя, детальности хватает. Минусы: внешний вид наушников зайдет не всем. Нет беспроводной зарядки, что неудивительно. При подключении с одного наушника на другой слышна явная задержка в 2 секунды, что странно для такого класса ушей. Нет поддержки кодеков высокой четкости, нет эквалайзера в приложении, нет возможности переключать режимы шумоподавления через тапы. К минусам отнесу отсутствие полноценного приложения на русском языке пока, так как русское приложение имеет урезанный функционал. Итого, это очень-очень упрощенная версия относительно прошки, но звук у них даже чуть местами лучше. Тройку лидеров по мне открывает Xiaomi QCY T18 Melobuds. Они оснащены новым звуковым процессором от Snapdragon QCC 3050. Есть поддержка кодеков высокой четкости и поддержка Snapdragon Sound. Мультипоинт на 2 устройства, 4 микрофона с технологией CVC 8.0, aptX Voice, удобное сенсорное управление и хорошее время автономной работы. В продаже есть 3 расцветки: белая, синяя и розовая. Зарядный кейс из глянцевого пластика, овальный, в кармане не мешается, но царапается и пачкается моментально. Кнопка для сопряжения сделана серой, имеет надпись QCY. Наушники весят 4,8 грамма каждый, я их ощущаю, это минус. Емкость аккумулятора кейса 380 мАч, полностью он заряжается за 1,5 часа. Наушники от кейса можно перезарядить 3,5 раза, саморазряда у кейса нет. Наушники изготовлены из матового пластика, за исключением внешней стороны, она глянцевая. Размеры у наушников довольно небольшие. В полном обзоре можно увидеть опять же, как всегда, все характеристики. Звуковод короткий, овальной формы, защищен металлической сеточкой. Оснастили наушники 4 микрофонами, световым индикатором, который не мигает при воспроизведении, за что спасибо производителю. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, включение-выключение игрового режима, одиночный тап по умолчанию отключен, но включить его можно. Я лично назначил на него регулировку громкости. В приложении можно настроить тапы под себя, за что отдельное спасибо. Оснащены наушники 10-мм динамическими драйверами, а также звуковым процессором от Qualcomm. Технология Snapdragon Sound работает только со смартфонами, оснащенными новыми процессорами Qualcomm. Никакого вам МТК. Заряд наушников в шторке телефона виден по одному, работают и переподключаются бесшовно. К ранее сопряженному устройству подключаются автоматически после открытия крышки кейса. Есть мультипоинт на 2 устройства, есть анимация при подключении. Емкость аккумулятора одного наушника не заявлена, заряжаются они в кейсе полностью за 1 час. На 70% громкости наушники отыграли по кодеку aptX Adaptive 6 часов 35 минут, что круто. Приложение QCY выглядит не очень, мы к нему привыкли, мы его знаем, оно глючит, но оно есть. Заряд наушников по отдельности, главное, оно показывает. Есть 6 пресетов эквалайзера, а также есть кастомный эквалайзер. Откликаются наушники не очень на него хорошо, что неудивительно, это ж QCY. Также в приложении можно переназначить тапы, найти наушники на карте, включить игровой режим и обновить прошивку, которая не сильно что-то меняет, но обновить можно. Bluetooth версии 5.2, из кодеков на борту SBC AAC, aptX Adaptive. Через 2 стены наушники не отваливались, фризов было мной не обнаружено. Микрофон
Микрофоны отрабатывают не очень хорошо, есть небольшой перегруз. По звуку небольшая каша на 100% громкости есть, не всем может хватать запаса громкости. Мне хватает и 80 за глаза. Звучание однозначно басхедное, низкие частоты преобладают. Баса многовато, как по мне, средний бас в наличии, высоким слегка не хватает выразительности. Середина неплохо проработана, но глубина достигается за счет низких частот. В основном звучание подойдет любителям танцевальной музыки. Минусы, я, конечно же, их перечислю. Нет беспроводной зарядки кейса, хотя в этом ценовом диапазоне практически ни у кого их нет. Нет активного шумодава, нет режима прозрачности, никакой защиты от пыли и брызг тоже нет. В приложении невозможно посмотреть заряд кейса. По итогу данные наушники в целом хороши. Заявленные функции отрабатывают, звучание интересное, за свою цену покупатели однозначно будут им рады. На второе место своего сегодняшнего топа я поставил Xiaomi Halo X1 Pro. К плюсам их я отнесу запоминающийся удобный кейс, приятный дизайн наушников, качественные материалы, удобная эргономика, необычный бокс, активный шумодав до 35 дБ, режим прозрачности и систему шумоподавления с 3 микрофонами, игровой режим для низкой задержки в играх и качественное звучание. В продаже я нашел лишь одну расцветку, черную. Дизайн кейса привлекательный, запоминающийся. Изготовлен он из матового пластика, материалы приятные. Габариты стандартные, нестандартен способ открывания крышки. И такой способ не выглядит надежным, хотя его определенный Xiaomi-шный бренд взял и апгрейдил в своих прошечках четвертых, обзор на который вы можете тоже посмотреть, но они стоят космос, как 5 пар этих наушников. Но мы сегодня не о них. Одной рукой кейс открыть можно, но не всегда удобно, так как крышка не фиксируется в открытом состоянии. Магниты держат наушники слабо, при вытряхивании они моментально вылетают из кейса. Емкость аккумулятора 400 мАч, полностью он заряжается за 2 часа 36 минут, что долго. Наушники можно зарядить от кейса полных 3 раза, саморазряда у кейса нет. Сами наушники выполнены с интересным дизайном, габариты стандартные, звуковод овальной формы с металлической сеткой, что хорошо. Из ушей наушники выпирают не сильно, при беге не выпадают, что стандартно, дискомфорта при длительной носке они мне не доставляют. На каждом наушнике разместилось по 3 микрофона, контакты для зарядки, из тапов на борту доступны плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, переключение между режимами. Одиночный тап есть, но ложных срабатываний не было. На тапы откликаются наушники хорошо. Наушники оснащены динамическими драйверами, активный шумодав работает неплохо, но не максимально глушит шумы. Режим прозрачности работает хорошо. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, комфортно. Заряд наушников в шторке виден, по одному наушники работают и переподключаются бесшовно. После открытия крышки подключаются автоматически. Емкость аккумуляторов наушников 45 мАч, заряжаются в кейсе полностью за 1 час 25 минут. На 75% громкости без активированного активного шумодава они отыграли у меня 7 часов 53 минуты, что откровенно много. Bluetooth версии 5.2 кодеки поддерживаются только стандартные AC и SBC. Через 2 стены они не отваливались и фризов не было. Напоминаю, что и последний Bluetooth 5.3, но даже если 5.0, это не очень плохо. Они плюс-минус одинаковые. 5.3, конечно, лучше, надежнее и энергоэффективнее, но в целом 5.0 бы был тоже неплохо. Задержка в играх с включенным игровым режимом минимальна, играть приятно. Микрофоны справляются с шумом хорошо, сильного перегруза нет и голос искажается минимально также. Запаса громкости достаточно, бас мягкий и упругий, средний бас есть, каша появляется на максимальной громкости, до 90% я ее не слышал, детальность достаточная, звук сбалансирован. Минусы: нет беспроводной зарядки, тип крышки интересный, но неудобный и непрактичный. Нет регулировки громкости, мультипоинта нет, анимации при подключении к смартфону нет водонепроницаемости официально, нет приложения для кастомизации наушников под себя. Но ценник оправдывает все. Это единственные наушники, которые в топе по цене. Когда я их постил, сначала цена была 3200 в рублях. Их раскупили, а потом несколько магазинов их выложило по 2100 рублей. И за эти деньги они супер-мега топ. Но лидером сегодняшнего топа я назову Oppo Enco Free 2i. Притом на нейминг 2i, 3i, анкера тоже претендуют. И заметьте, в этом топе анкеров нет, потому что в лоукосте, по мне, несмотря на то, что есть Pet 100 и все остальное, они все-таки местами проигрывают тому же бренду BBK и тому же концерну Xiaomi. Поэтому Oppo Enco Free 2i мои лидеры. К плюсам данных наушников я отнесу шумодав до 40 дБ, режим прозрачности, хороший набор стоковых эквалайзеров, приятный дизайн, отличную автономность, защиту от влаги и пыли, набор тапов огромный с возможностью регулировки громкости прямо с наушников, игровой режим, анимация при подключении и удобное приложение. Но самое главное — это топовое звучание. В продаже есть только одна расцветка белая, наушник весит 4,4 грамма, это не очень много. Кейс весит 37 граммов и выполнен из глянцевого пластика, и он слегка больше в размерах, чем обычно. В кармане не мешается, магниты держат наушники внутри корпуса неплохо, но при желании вытряхнуть их можно. Вы же помните пословицу про излишнюю дурь? Кейс имеет емкость 480 мАч,
часов, полностью заряжается за 1 час 30 минут. Наушники можно перезарядить от кейса целых 4 раза, и это хорошо. Саморазряда у кейса не было, наушники изготовлены из такого же глянцевого пластика, как и кейс. Габариты у них стандартные, в ушах сидят комфортно, при занятиях спортом не вылетают. Звуковод овальная форма защищен металлической сеточкой, что круто. На каждом наушнике расположено по 3 микрофона, контакты для зарядки, сенсоры приближения. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, включение-выключение игрового режима с понижением задержки до 47 миллисекунд, что круто. Также доступно переключение между режимами прозрачности и регулировка громкости. Можно убрать одиночный тап, если у кого-то от него появляются ложные нажатия. Это тоже хорошо. Емкости регулируются удобно. Наушники оснащены 10-миллиметровыми подвижными катушками с полимерным титановым покрытием. Чувствительность наушников 104 дБ, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Трехъядерный чип для работы ANC до 42 дБ работает странно в моем случае. При этом с активным ANC шумы глушатся хуже, чем с выключенным. Наверное, это особенность именно моих наушников. Режим прозрачности работает хорошо и не раздражает. Заряд наушников в шторке виден, по одному работают и переподключаются бесшовно. Подключаются автоматически при открытии крышки кейса. Анимация на смартфоне OnePlus есть. Есть мультипоинт на 2 устройства. Емкость аккумулятора одного наушника 41 мАч. Полностью заряжается от кейса он за 1 час 21 минуту. Отыграли они по кодеку AAC на 50% громкости без активированного активного шумодава 6 часов 30 минут, что совсем-таки неплохо. Я бы даже сказал, они лидеры в каких-то моментах и у некоторых. Хотя только 50% громкости вы ощущаете. Я все время по-разному все гоняю. По какой причине? Потому что 50% мне более чем достаточно. А в других местах мне достаточно только 70. Быстрая зарядка на борту. За 5 минут в кейсе наушники смогут играть музыку 1 час 25 минут с теми же условиями. Защита от пыли и влаги IP54 позволит не беспокоиться о работоспособности наушников в дождь. Для полноценной настройки наушников необходимо установить приложение Hey Melody, но к устройствам Oppo и Realme подключить наушники в приложении нельзя. Они настраиваются прямо в настройках устройства во вкладке Bluetooth. В приложении функций более чем достаточно. Заряд как наушников, так и кейса виден, и это круто. Также можно переключать режимы, включать любой из 4 эквалайзеров. Можно персонализировать активный шумодав под себя, проверить прилегание наушников. Есть помощь при фотосъемке и поиск наушников. Естественно, можно настроить тапы под себя и обновить прошивку. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, есть еще 5.3, но 5.2 тоже хорошо. Кодеки доступны стандартные, никаких вам кодеков высокой четкости, только AAC и SBC. Через 2 стены не отваливались и фризов не наблюдалось. Задержки минимальные, играть вполне комфортно, микрофоны отрабатывают хорошо. Голос практически не искажается, иногда проскакивает небольшой перегруз. Звучание в музыке отличное, даже на 100% громкости нет каши, запаса громкости более чем хватает, я слушал их не более чем на 65%. Стоковые пресеты эквалайзера работают отлично, все частоты в балансе, сцена шире средней. Бас не глушит средние и высокие частоты, звучание сочное, насыщенное, вокал отыгрывают хорошо, как и инструментал. Минусы: зарядный кейс скользкий, беспроводной зарядки нет, кастомного эквалайзера нет поддержки кодеков высокой четкости, и на этом минусы закончились. Наушники однозначно достойны нашего первого места топа. Резюмирую довольно просто. Все, что вы можете вынести из моих топов, это в первую очередь опыт эксплуатации меня и моих подписчиков. В комментариях читаем под любым из обзоров, кому что понравилось. Помним, что выгодно приобретать, к сожалению, только где-то, и рядом с домом всегда это будет в 2-3 раза дороже. Помним, что на Али тоже есть возврат средств, и никаких проблем с ним нет. Главное распаковывать все на видео и, если что, открывать спор. Понятно, вы потеряете время, но кто-то потеряет деньги. Спойлер, это будет продавец. Не забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Может быть, какой бы вы хотели увидеть топ. Скоро будет много новых интересных девайсов. Огромное спасибо вам за просмотр. Еще раз напоминаю, все эти 10 наушников по мне достойны быть в топе. Какие бы вы ни выбрали, по мне они будут супер. Ну и других супер наушников на канале хватает. Смотрим, больше сотни, наверное, за прошлый год наушников точно было. Всем девайсам да, спасибо за просмотр. Огромное спасибо всем за комментарии, кто оставит. Добра и удачи вам, дорогие друзья.